Салют. Обычно центральной фигурой преступления являются взрослые мужчины, редко женщины и еще реже дети. Мэри Белл из английского города Ньюкасл было всего 11 лет, когда ее приговорили к пожизненному заключению. Сегодня в нашей истории будет 4 героя, которых необходимо запомнить, чтобы потом не запутаться. Две подруги, Мэри Белл, 11 лет, и Норма Белл, 13 лет, не родственницы. Мартин Браун, 4 года, и Брайан Хоу, 3 года. Берите чаек, и мы с вами отправляемся в Англию 1968 года. У Брайана Хоу не было матери, поэтому он не будет скучать. Мэри Белл. «Вы ищете своего Брайана?» – спросила Мэри Белл. Сестра Брайана Пэт беспокоилась о пропавшем 3-летнем братике, который должен был быть уже дома. Маленький мальчик со светлыми волосами, Брайан Хоу, обычно играл недалеко от дома. Мэри и ее лучшая подруга Норма охотно согласились помочь в его поисках. Они повели Пэт через весь район, заглядывая то туда, то сюда, зная, где находится Брайан. Они перешли через железнодорожные пути в промышленный район, где дети из Котсвуда часто играли среди строительных материалов, старых машин и опасных обломков. Пэт была обеспокоена. Всего несколько недель назад маленького мальчика, маленького Мартина Брауна, нашли внутри разрушенного дома. Мэри указала на несколько бетонных блоков. «Он может играть за блоками или между ними», — сказала она. «О, нет, он никогда туда не ходит», — настаивала Норма. На самом деле Брайан лежал неживой между этими блоками. Мэри хотела, чтобы Пэт обнаружила своего погибшего брата, позже рассказывала Норма, потому что она хотела, чтобы Пэт Хоу испытала шок. Но Пэт решила уйти. Полиция обнаружит этого мальчика в 11:10 той же ночью. Брайан был найден покрытый травой фиолетовыми сорняками. Удушье. Рядом в траве лежали сломанные ножницы. На бедрах были следы от уколов, а в промежности была частично содрана кожа. Часть волос была отрезана. Раны были странными. На животе Брайана бритвой была выделена буква «М». Этот срез стал заметен только через несколько дней. Оказалось, что кто-то начертал букву «Н», а потом была добавлена линия, чтобы превратить букву «Н» в букву «М». Среди детей, которые показались следователям подозрительными, была 11-летняя Мэри Белл и 13-летняя Норма Белл, не родственницы. Мэри была уклончива и вела себя странно. Норма была взволнована произошедшим, вспоминает один из полицейских. Она постоянно улыбалась, как будто это была большая шутка. Когда расследование дошло до Мэри Белл, она вдруг вспомнила, что видела 8-летнего мальчика с Брайаном в день его смерти. «Мальчик ударил Брайана без причины», — утверждала она. Она также видела, как тот же мальчик играл со сломанными ножницами. Но в день смерти Брайана этот мальчик был в аэропорту. Было алиби. Рассказав о том, что она знала о ножницах, что было конфиденциальной уликой, Мэри выдала себя. Она описала их достаточно четко, как будто серебряного цвета, и плюс было что-то не так с ножницами, как будто одна ножка была либо сломана, либо согнута. Становилось ясно, что либо Мэри, либо Норма, либо обе они видели, что происходило с Брайаном, и одна из них, вероятно, была причастна к этому. Брайана Хоу похоронили 7 августа. Детектив Добсон был там. Мэри Белл стояла перед домом Хоу, когда вынесли гроб. Я, конечно, наблюдал за ней, и когда я увидел ее там, я понял, что не смею рисковать больше ни дня. Она стояла там и смеялась и потирала руки. И я подумал, боже мой, я должен привести ее срочно в участок. Все, что имело значение, это умение хорошо лгать. Мэри Белл в зрелом возрасте. Перед похоронами Брайана Добсон снова спросил Норму. Теперь она утверждала, что Мэри сказала ей, что имеет отношение к Брайану, и привела ее посмотреть на его тело в руинах. Мэри сказала Норме, я надавила на шею и на легкие. Вот как надо это делать. Держи рот на замке и никому не говори. Мэри провела пальцами по его губам. Она отметила, что ей это понравилось, и в тот вечер Норму отвезли в полицейский участок для дачи официальных показаний. Рассказ Нормы потряс полицейских, которые, не теряя времени, забрали Мэри Белл в 12:15 той же ночью. Ее яркие голубые глаза были обескуражены, но она не теряла самообладание. Добсон, детектив, говорил, что, похоже, она видела себя в сценарии фильма о копах и грабителях. Ее ничего не удивляло, и она ни в чем не признавалась. У меня есть основания полагать,
что когда вы находились с Нормой возле пустыря, какой-то мужчина крикнул на детей, которые были неподалеку, и вы обе убежали от того места, где Брайан лежал в траве. Этот человек, вероятно, знает вас. У него было хорошее зрение. Он слишком умный, чтобы увидеть меня, когда меня там не было. Я иду домой, это промывание мозгов. Но Добсон не собирался ее отпускать. В какой-то момент Мэри спросила, прослушивается ли комната. В конце концов, она отказалась двинуться и что-то говорить. Она уже достаточно сделала заявлений. Норма – лгунья. Она всегда пытается меня втянуть в неприятности. В 3:30 утра Мэри разрешили уйти. Детектив сомневался в себе. Но увидев поведение Мэри на похоронах Брайана и собрав дополнительные показания Нормы, он вернул Мэри в участок. Заявление Мэри. «Я не смогла бы даже убить птицу за шею или за горло, или еще что-нибудь. Это ужасно. Мэри Белл». Ниже приводится официальное заявление Мэри Белл. «Я, Мэри Флора Белл, хочу сделать заявление. Я хочу, чтобы кто-нибудь записал то, что я хочу сказать. Мне сказали, что мне не нужно ничего говорить, если я этого не хочу. Но все, что я скажу, может быть приведено в качестве доказательства. Подпись Мэри Флора Белл». Брайан был на своей улице, а мы с Нормой шли ему навстречу. Мы прошли мимо него, и Норма говорит: «Ты идешь в магазин, Брайан?» А я говорю: «Норма, у тебя нет денег, как ты можешь пойти в магазин? Откуда ты их возьмешь?» Маленький Брайан пошел следом, а Норма говорит: «Иди вперед». Я хотела, чтобы Брайан пошел домой. Мы пошли по Кросс-Хилл-Роуд, Брайан все еще шел впереди нас. Там был темный мальчик, и Норма попыталась затеять с ним драку. Она сказала: «Темненький, беленький, пора тебя помыть». Вышел старший брат и ударил ее. Мы прошли мимо магазина Диксон, перелезли через забор, то есть через дыру, к железной дороге. Потом я сказала: «Норма, куда ты идешь?» А Норма ответила: «Ты знаешь тот маленький бассейн, где водятся головастики?» Когда мы пришли туда, там был большой длинный резервуар с большим круглым отверстием с маленькими дырочками вокруг него. Норма сказала Брайану: «Иди туда, там будет женщина, и у нее коробки со сладостями». Мы зашли внутрь. Брайан начал плакать, и Норма спросила его, не болит ли у него горло. Она начала сжимать горло, и он начал плакать. Она сказала: «Леди приходит не сюда, а вон туда, к тем большим блокам». Мы пошли к блокам, и она сказала: «Тебе придется лечь». И он лег рядом с блоками, где его потом нашли. Норма сказала: «Подними шею», и он поднял. Затем она взяла его шею и сказала: «Отпусти ее». Она начала ощупывать его шею вверх-вниз. Она сильно сжимала, кончики ее пальцев побелели. Брайан боролся, а я держала ее за плечи. Она просто сходила с ума. К этому времени она ударила Брайана головой о какое-то дерево или угол дерева, и Брайан лежал без чувств. Его лицо было белым, глаза были открыты, а губы были фиолетовыми. Норма накрыла его, а я сказала: «Норма, я не имею к этому никакого отношения. Мне следовало бы вообще рассказать о тебе, но я не буду». Маленькая Лесси была там, она плакала. А Норма сказала: «Не начинай, а то я сделаю с тобой то же самое». Мы пошли домой, и я взяла Лесси с собой. Норма вела себя довольно забавно, корчила рожицы. Она сказала: «Это первый, но не последний раз». И тогда я испугалась. Норма зашла в дом, взяла ножницы и засунула себе их в штаны. Она сказала мне: «Иди возьми ручку». Я говорю: «Нет, зачем?» А она мне говорит: «Чтобы написать записку на его животе». Но я не стала брать ручку. У нее было бритвенное лезвие-жилет. Мы вернулись к блокам, и Норма постригла его. Она пыталась задеть лезвием его ногу и ухо. С железнодорожного спуска подошел мужчина с маленькой девочкой с длинными светлыми волосами. На нем была красная клетчатая рубашка и синие джинсы. Я ушла. Она спрятала лезвие под большим квадратным бетонным блоком. Ножницы оставила рядом с ним. Я не могла бежать по траве, потому что на мне были шлепки. Когда мы немного разошлись, она сказала: «Мэй, тебе не следовало этого делать, потому что у тебя будут неприятности». А я ничего не сделала, у меня не хватило духу. Я не смогла бы сделать больно даже птице. Мы поднялись по ступенькам и пошли домой. Я чуть ли не плакала. Позже я помогла искать Брайана и пыталась сказать Пэт, его сестре, что знаю, где он. Он в квартале. Но Норма сказала: «Его там не будет. Он никогда туда не ходит». И убедила Пэт, что его там нет. Меня разбудили около 10:30, и мы стояли уже у двери, так как Брайана нашли. Я прочитала вышеуказанное заявление, и мне сказали, что я могу исправить, изменить или добавить все, что захочу. Это заявление является правдой.
Я сделала это по собственной воле. Мэри Флора Белл, подписано 1855. В заявлении Мэри частично была и правда, но в основном это была попытка обвинить Норму. Девушки были заключены под стражу в полицейском участке. Был мальчик, который просто лег и умер. Записная книжка Мэри Белл. Следователи теперь рассматривали загадочную смерть и Мартина Брауна как не просто несчастный случай, который произошел за 2 месяца до пропажи Брайана. На самом деле, поведение Мэри Белл после гибели Мартина было настолько вопиющим, что удивительно, как ее не задержали ранее. Возможно, жизнь Брайана Хоу была бы спасена. Но, как сказал один местный мальчик, все знали, что Мэри была выпендрежницей, и над ее криками «Я опасна!» просто смеялись. Еще до Мартина, ее первое преступление, Мэри издевалась и над другими ребятами. 4-летний Мартин Браун 11 мая 1968 года был найден за пустыми сараями возле паба. Его нашли Норма Белл и Мэри Белл. Мальчик был двоюродным братом Мэри. Он упал с сарая, и позже Мэри призналась, что она столкнула его с края. На следующий день 3 девочки, игравшие у детского сада, подверглись нападению Мэри, рядом с которой находилась Норма. Одна из девочек сказала, что Мэри положила руки мне на шею и сильно сжала. Мэри убрала руки с шеи и сделала то же самое со Сьюзан. Вскоре была вызвана полиция. Норма заявила, что Мэри подошла к другой девочке и сказала: «Что будет, если ты кого-то задушишь? Он погибнет?» Затем Мэри положила обе руки на горло девочки и сдавила его. Девочке стало плохо. Я убежала и оставила Мэри. Теперь я с ней больше не дружу. Согласно официальному отчету от 15 мая, 10 дней спустя Мартин Браун был найден мертвым. Последний раз Мартина видели примерно в 15:15, а обнаружили его в 15:30 лежащим на полу в заколоченном доме. 3 мальчиков, которые собирали хворост, обнаружили ребенка на спинке возле окна с красной жидкостью и слюной, стекающими по щекам и подбородку. В панике они позвали строителей, которые вспомнили, что в тот день дали маленькому Мартину печенье. Они взбежали по лестнице и попытались привести его в чувство, но уже было бесполезно. Один из мальчиков заметил, как Мэри Белл с другом подошли к нему и остановились прямо под окном. «Может, поднимемся?» — сказала Мэри. Они протиснулись сквозь доски, чтобы попасть внутрь. Далее девочки пошли к тете Мартина, чтобы рассказать ей, что произошел несчастный случай, что они думают, что это был Мартин, и что там повсюду кровь. «Я покажу тебе, где она», — сказала Мэри расстроенной женщине. Странно, но полиция не смогла найти никаких следов насилия. Рядом лежала бутылка аспирина. Возможно, он съел все таблетки. На ребенке не было видно следов удушения или каких-то других следов, поэтому власти посчитали, что его смерть была случайностью. Отдел уголовного розыска не был вызван. В официальном отчете о Мартине Брауне было указано, что причина смерти неизвестна. Но жители Скоттсвуда не могли просто забыть об этом, поэтому они вышли на марш и протестовали против опасного состояния зданий в районе. Тем временем настоящие угрозы Скоттсвуда, Мэри и Норма, донимали тетю Мартина своими назойливыми вопросами. Они все время спрашивали: «Ты скучаешь по Мартину? Ты плачешь из-за него? Скучаешь ли ты по нему?» И все время ухмылялись. В конце концов, она не выдержала и сказала им, чтобы они просто убирались и не возвращались. Я хотела увидеть его в гробу. Мать Мартина, Джун Браун, также беспокоили девочки. Услышав стук, Джун открыла входную дверь и увидела стоящую там Мэри. Мэри улыбнулась и попросила позвать Мартина. Она ответила: «Нет, дорогая, Мартина больше нету». Она обернулась и сказала: «О, я знаю, что он мертв, я просто хотела увидеть его в гробу». И она все еще ухмылялась. Женщина просто потеряла дар речи от того, что такой маленький ребенок хочет увидеть неживого ребенка, и просто захлопнула перед ней дверь. Зловещее поведение Мэри было характерно не только для скорбящей семьи Мартина. В воскресенье, на следующий день после смерти Мартина, Мэри отпраздновала свой 11-й день рождения, попытавшись задушить младшую сестру Норму Белл. К счастью, отец Нормы увидел, как Мэри душит девочку. Но день еще не был закончен. На следующее утро персонал детского сада сделал леденящее душу открытие. Убийственные послания. «Осторожно, здесь происходит убийство». Записка, найденная в разгромленном детском саду. Утром в понедельник, 27 мая, воспитатели детского сада пришли в школу и обнаружили, что она разгромлена. Школьные принадлежности были разбросаны, а чистящие средства разбросаны по полу. Но самым тревожным открытием стали 4 оставленные записки. Полиция забрала записки в участок как
какую-то больную шутку. Мэри позже призналась, что они написали эти записки ради шутки. Поскольку это было не первое проникновение в детский сад, школа установила систему сигнализации. В то же утро Мэри Белл нарисовала в своем блокноте рисунок ребенка в той же позе, в которой был найден Мартин Браун, с бутылкой рядом и с надписью «Таблетка». В пятницу той же недели в детском саду сработала недавно установленная сигнализация. Мэри Белл и Норма Белл были пойманы с поличным, но отрицали, что проникали раньше сюда. Их отпустили под опеку родителей, а затем назначили дату, когда они должны были явиться в суд по делам несовершеннолетних. Неделю спустя Мэри напала на Норму возле песочницы в детском саду. Мальчик видел, как Мэри поцарапала свою подругу и ударила ее ногой в глаз, но только рассмеялся, услышав крик Мэри: «Я виновата! Я виновата!» Она указала в сторону дома, где был найден Мартин Браун. «Вон тот дом. Там я и сделала это». Поскольку Мэри была известна как выпендрежница, он не воспринял ее зловещее хвастовство всерьез. В конце июля, перед пропажей 3-летнего Брайана Хоу, последнее дело, Мэри посетила семью Хоу и заявила: «Я знаю кое-что о Норме, за что ее сразу же посадят». Она раскрыла им свой секрет. Норма положила руки на горло мальчика. Это был Мартин Браун, первый случай. Она надавила, и он просто упал. Чтобы доказать, она схватилась за горло в удушающем жесте, а затем ушла. Через несколько дней Мэри задушит собственного ребенка Хоу. Эта ненасытная потребность показывать и рассказывать о своих преступлениях будет реализована на другом невинном ребенке. Убийство – это не так уж плохо. Все равно мы когда-нибудь все умрем. Мэри Белл одному из своих охранников. В первую ночь в своих маленьких тюремных камерах в полицейском участке девушки вели себя беспокойно. Они постоянно кричали друг на друга через двери. Полицейский участок не привык содержать детей-правонарушителей, и им пришлось приспосабливаться как могли. В конце концов, они сказали им заткнуться. В какой-то момент они услышали, как Мэри сердито кричит на свою мать. Мэри боялась ложиться спать, опасаясь, что она может испортить свою постель. Дома мать Мэри жестоко унижала ее всякий раз, когда она мочилась в постель, вытирая лицо дочери в луже мочи, рассказывала Мэри много лет спустя. Затем она вывешивала матрас на улицу, чтобы все соседи это видели. Во время заключения охранники узнали Мэри получше. Они описывали ее как уверенную в себе, умную и нахальную. Некоторые небрежные высказывания Мэри шокировали полицейских, но другие в ней видели маленькую испуганную девочку, не понимающую всей чудовищности своих поступков. Враждебность Мэри не была наивной. Когда она крепко схватила бродячую кошку за шею, охранник сказал ей, чтобы она не причинила ей вреда. Мэри якобы ответила: «О, она этого не чувствует. И вообще мне нравится причинять боль маленьким существам, которые не могут дать сдачи». В другом случае, по словам сотрудницы полиции, Мэри сказала, что она хотела бы стать медсестрой, потому что тогда она сможет втыкать в людей иглы. Ее родители были ответственны за поведение юной Мэри, но она не стала об этом говорить. Ее учили молчать, особенно в окружении авторитетных людей. Ее отец, Билли Белл, жил с семьей, но детям, Мэри, ее младшему брату и сестре, было велено всегда называть его дядей, чтобы мать могла получать государственную помощь. Билли Белл был вором, а мать Бетти Белл – девушка легкого поведения, которая часто уезжала в Глазго по делам. Из-за сомнительных занятий семьи органы социального обеспечения знали очень мало о семье Мэри. Один детектив, посетивший дом Мэри, описал его так: «Нет ощущения дома, просто раковина. Очень своеобразная. Единственная жизнь, которую можно было бы прочувствовать, это лай большой собаки». Неужели психиатры сочли ее психопаткой именно потому, что Мэри не реагировала на происходящее? Если бы она нарушила молчание и рассказала о своей жестокой домашней жизни. «Я видел много психопатических детей», — сказал доктор Ортон, который первым увидел ее во время заключения. «Но я никогда не встречал таких, как Мэри, таких умных, таких манипуляторов и таких опасных». Во время судебного процесса по делу об убийстве поведение Мэри мало чем могло вызвать сочувствие. Суд. Но это был ужасный поступок, не так ли? Думать об убийстве маленьких мальчиков и девочек и говорить об этом. Вопрос обвинения к Норме Белл. Мэри Белл и Норма Белл предстали перед судом по обвинению в 1968 году. Суд продолжался 9 дней. Внимание прессы, хотя и слабое по сегодняшним сенсационным стандартам,
вызвало все больше интерес по мере продвижения процесса. К последнему дню пресса была повсюду. Прокурор Рудольф Лайнс открыл судебное заседание, предположив, что тот, кто убил Брайана Хоу, убил и Мартина Брауна. Лайнс методично пересказал подозрительное поведение обеих девушек, как они донимали скорбящую семью своими нездоровыми вопросами, и как на следующий день они совершили акт вандализма, оставив записки, которые были равносильны признанию. Для Нормы эти записки были самым весомым доказательством ее невиновности. Анализ почерка подтвердил, что записка «Я убиваю, чтобы вернуться» была написана Нормой. Если Норма действительно была невиновна, зачем ей было участвовать в этих ужасных записях? «Откуда Мэри знала, что Мартин был задушен?» – спросил Лайнс. Это не было известно общественности. Криминалистические улики также указывают на Мэри. На телах обеих жертв были обнаружены серые волокна от одного из ее шерстяных платьев. Волокна из бордовой юбки Нормы были обнаружены на обуви Брайана. Хотя были сомнения в виновности Нормы, большинство считало виновной Мэри. По словам Гиты Серени, которая присутствовала на суде, вопрос был в том, была ли Мэри маленькой больной девочкой или монстром. Присутствие семьи Мэри на суде, конечно, не помогло ее делу. Мать, Бетти Белл, нарушала ход процесса своими причитаниями и рыданиями. Ее длинный светлый парик соскальзывал с головы, словно плохо сыгранный персонаж в грязной мыльной опере. Она выбегала из зада во время судебного заседания только для того, чтобы резко появиться вновь несколько мгновений спустя. Ее отец Билл Белл сидел спокойно. Норма, с другой стороны, была окружена гораздо более отзывчивой семьей. Она была третьей из 11 детей и реагировала на улики и показания с более детским сочетанием страха и нервных слез. Мэри не любила плакать, считая это признаком слабости. На 6-й день Мэри вызвали в суд. По словам Серени, зал гудел от предвкушения. Места для публики и прессы были полны. Это был единственный день, когда атмосфера в суде, в отличие от всех других дней, была слегка окрашена тем болезненным очарованием, которое ассоциируется с определенными типами судебных процессов об убийствах. Мэри была спокойна и полна здравого смысла. Почему Мэри попросила показать Мартина Брауна в гробу? Мы дерзили друг другу, и один из нас не хотел быть трусом или кем-то вроде этого, объяснила она. О том, что она нарисовала в школьной тетради тело Мартина с уличающим знанием места преступления, слухи, сказала она. Люди просто говорили, что там была пачка с таблетками, и из них что-то вывалилось. Эксперты по почерку сказали, что записки были написаны почерком обеих девушек. Фактически, каждую букву нужно было исследовать отдельно, потому что Мэри и Норма писали по очереди. Они называли это соединительным письмом. Несмотря на обвинения в адрес друг друга, между девочками существовала связь. И все же у них были моменты предательства. Они недоверчиво или яростно качали головами в ответ на слова одного или другого. Они резко поворачивались и смотрели друг на друга, когда слышали, как их цитируют, обвиняя другого в чем-то возмутительном. В конце концов, судья запретил контакт между двумя девушками во время судебного процесса. Обе отрицали какую-либо ответственность за Мартина Брауна, но обе признали, что были вместе с Брайаном в тот день. По словам Мэри, маниакальная Норма задушила Брайана. Когда ее спросили, не боится ли она, что Норма может и ее убить, Мэри смело ответила: «Она не посмеет, потому что я развернусь и ударю ее». Однако мрачная версия событий Нормы была ближе к истине. Мэй, прозвище Мэри, сказала Брайану лечь, а затем начала делать ему больно. Норма продемонстрировала, как Мэри ущипнула Брайана за нос. Он начал краснеть и попытался оттолкнуть руку Мэри, когда она действительно делала ему больно. Она сказала: «Норма, замени меня, у меня руки уже устали». Но Норма ушла, слезно утверждала она, пока Брайан был еще жив. Если Норма была действительно обеспокоена поведением Мэри, почему она вернулась к Мэри, чтобы оставить следы на теле Брайана? Вердикт. Что самое худшее, что могло со мной случиться? Меня повесит? Мэри Белл. Приговор был очевиден. Мэри либо получит убийство, либо непредумышленное убийство. Хотя к Норме было больше сочувствия, оставалось неясным, насколько суровым будет ее наказание, если оно вообще будет. После показаний детей защита вызвала психиатров, которые обследовали Мэри. Доктор Роберт Ортон заявил: «Я думаю, что эта девочка должна считаться страдающей психопатической личностью, что проявляется в отсутствии чувств по отношению к другим людям и способности действовать импульсивно и непредусмотрительно». С юридической точки зрения был вопрос о снижении ответственности. Судья объяснил присяжным суть этого понятия.
В 1957 году был принят парламентский закон, в котором говорилось, что если человек убивает или является участником убийства другого, он не может быть осужден за убийство, если он страдал от такой аномалии ума, возникшей вследствие задержки или замедленного развития ума, или каких-либо врожденных причин, или вызванной болезнью или травмой, которая существенно снижала его психическую ответственность за свои действия. Когда пришло время для заключительных аргументов, обвинение характеризовало Мэри как изверга. Бедная Норма сама стала жертвой. В Норме вы видите простую, отсталую девушку с ненормальным интеллектом. В Мэри вы видите самого ненормального ребенка, агрессивного, злобного, жестокого, неспособного к раскаянию девочку. К тому же обладающую доминирующей личностью, с несколько необычным интеллектом и степенью хитрости, который почти ужасает. Присяжным, состоявшим из 5 женщин и 7 мужчин, потребовалось менее 4 часов, чтобы вынести вердикт. Норма была в восторге, когда ее признали невиновной в непредумышленном убийстве по обоим пунктам. Мэри Белл была признана виновной в непредумышленном убийстве. Судья огласил приговор – пожизненное заключение. Позже Норме Белл дали 3 года условно за взлом и проникновение в питомник Вудлендс и поместили под психиатрический надзор. Тюремное заключение. Он назвал меня убийцей, а я схватила его за волосы и разбила ему лицо о его обед. Мэри Белл. Поскольку в Британии не было принято заключать в тюрьму маленьких девочек, совершивших убийство, вопрос в том, куда поместить Мэри, заставил всех зашевелиться. О тюрьме для 11-летней девочки не могло быть и речи. Психиатрические больницы не были приспособлены для ее содержания. Она была слишком опасна для учреждений, в которых содержались трудные дети. В конце концов, она оказалась в учреждении для мальчиков. Тюремное заключение Мэри интересно тем, что в какой-то момент она, очевидно, исправилась. Когда ее выпустили в возрасте 23 лет, она продолжила свою жизнь и родила собственную дочь. Она утверждает, что осталась совершенно другим человеком по сравнению с тем, кем она была когда-то. Можно ли вылечить жестокого социопата? Возможно ли, что в 11 лет она была еще психически податлива? Или она действительно хорошо играет? Социопаты – эксперты в двуличии. В любом случае, ее опыт пребывания в заключении заслуживает внимания. На протяжении 4 лет Мэри Белл содержалась в спецблоке исправительной школы, часть которой была строгого режима. По мнению большинства, это было хорошо спроектированное и достаточно комфортабельное учреждение с поддерживающим персоналом, возглавляемым Джеймсом Диксоном, бывшим военным моряком, который был известен своим сильным моральным влиянием. Мистер Диксон обеспечивал структуру и дисциплину для Мэри, и она стала уважать и любить его. Если Мэри находилась в удушающих объятиях злой, безнравственной матери, то мистер Диксон сыграл роль доброжелательного, сильного отца, которого так не хватало в ее жизни. Она любила Билли Белла, который не был ее биологическим отцом, но был в ее жизни с самого начала. Но как вор он не был идеальным примером для подражания. Когда в 1969 году он был осужден за вооруженное ограбление, его визиты к Мэри прекратились. Мать Мэри была дисциплинированной, но не такой, которую обычно пропагандируют в семейных ситуациях. Будучи женщиной легкого поведения, она дисциплинировала своих клиентов плетьми, утверждала Мэри. Но мама все же предусмотрела некоторые моменты. Я всегда прятала кнуты от детей. Бетти часто навещала свою дочь, и Мэри с нетерпением ждала возможности увидеться с ней. Но после этого она всегда выглядела встревоженной и вела себя агрессивно, по словам сотрудников Red Bank. Один из врачей хотел, чтобы визиты Бетти прекратились, но предложить, чтобы мать держали подальше от дочери, было немыслимо в то время. Персонал Red Bank ненавидел слишком драматичную и манипулирующую мать Мэри. Она играла в мать, сказал один из учителей. Философия места, где была Мэри, заключалась в том, чтобы сосредоточиться на настоящем. Один психиатр считал, что Мэри отгораживается от своего тревожного прошлого. Ее отговаривали от попыток понять, почему она убила. Она прошла через множество консультантов, и лишь немногие из них узнали ее хорошо. Она манипулировала мальчиками, устраивала драки и утверждала, что у нее была сестра-близнец по имени Пола. В 1972 году она начала провоцировать мальчиков и пробираться ночью в их общежитие. Она наносила себе раны самопорезами. В 16 лет ее перевели в тюрьму, что стало травмирующим опытом не только для растерянного и озлобленного подростка, но и для персонала, особенно для мистера Диксона. Можно не сомневаться, что этот перевод был разрушительным для Мэри.
пишет Серени в книге «Неслышанный плач». Мэри пришлось перестроиться из преимущественно мужской атмосферы Ред Бэнк в полностью женское учреждение в Стиале. Она была непокорной заключенной и часто подвергалась наказаниям, но вскоре адаптировалась. Что мне нужно было сделать, так это продолжать бороться с системой. Но я должна была перейти от роли заключенной к роли мошенницы. А это означало, что вместо того, чтобы быть открытой и злой, я должна была быть закрытой и хитрой. Она также решила стать бутчем. Когда ее мать услышала об этом, она сказала: «Господи, что дальше? Ты убийца, а теперь еще и лесбиянка?» Детский психиатр-консультант, который проводил еженедельные сеансы групповой терапии в Стиале, заметил, что Мэри прошла долгий путь, чтобы убедить свой мир в том, что она мужественна. Она щеголяла и гримировалась, как будто у нее щетина на лице, и закатала чулки в форме мужских гениталий и указывала мне на это в классе. Я думаю, она носила их постоянно. Позже она обратилась к врачу с просьбой о смене пола, но ей было отказано. После перевода в менее охраняемое учреждение в 1977 году Мэри совершила побег. Вместе с другим беглецом ее подобрали двое молодых парней. Во время своего короткого пребывания на свободе Мэри потеряла девственность. Парень, с которым она переспала, позже продал свою историю таблоидам и заявил, что она сбежала из тюрьмы, чтобы забеременеть. Свобода в 23 года. Мэри превратила себя в двух людей ради собственной выгоды. Надзиратель Мэри. Мэри Белл была освобождена в 1980 году и осталась жить в Саффолке. Ее первой работой была работа в местном детском саду, но сотрудники посчитали, что эта работа ей не подходит. Она работала официанткой и училась в университете, но была слишком обескуражена, чтобы продолжать учебу. После переезда к матери она встретила молодого человека и забеременела. Были большие сомнения, может ли женщина, убившая двоих детей, сама стать матерью. Но она боролась за право оставить своего ребенка, который родился в 1984 году. Мэри утверждает, что после рождения ребенка она по-новому осознала свои преступления. Ей разрешили оставить ребенка, который формально был подопечным суда до 1992 года. Каким-то образом Мэри Белл без соответствующего психиатрического лечения превратилась из детоубийцы в любящую мать. Ее годы в исправительной школе и тюрьме привели к сексуальному насилию и наркотической зависимости. Но она утверждает, что у нее новое моральное сознание и глубокая скорбь о своих преступлениях. Возможно ли это? Можем ли мы верить, как писала Гита Серени, в возможность метаморфозы? Мэри Белл стала, по мнению автора, двумя людьми – ребенком и взрослым. В конце концов, она встретила мужчину и влюбилась, а затем поселилась в маленьком городке. Но надзирателю пришлось сообщить местным властям о ее присутствии, и вскоре жители деревни маршировали по улицам с табличкой «Убийцу вон». Она жила в постоянном страхе быть разоблаченной. И все же Мэри продолжает обвинять Норму в том, что она несет определенную ответственность за смерть Брайана Хоу. «Слабый делает другого сильнее, будучи слабым», — говорит она в защиту того, что она сильнее. «Заберите от меня эту штуку, Бетти Белл», реагируя на рождение своей дочери Мэри. В саге о Мэри Белл мать Бетти была представлена как главная злодейка и виновница ее психопатологии. Бетти Белл родилась в Глазго в 1940 году и была описана как глубоко религиозный ребенок. «Мы все думали, что она станет монахиней», — говорила ее мать. «Она любила религиозные вещи», — вспоминала ее сестра. «Она всегда рисовала монахинь, алтари, могилы и кладбища». По словам членов семьи, никаких чрезмерных наказаний или жестокого обращения не было. Но по какой-то причине Бетти начала отдаляться от семьи. Когда умер ее отец, Бетти просто сошла с ума. Бетти закатывала истерики, инсценировала передозировку, а в 1957 году родила Мэри Флоу Белл. Отец Мэри так и остался загадкой. Короткое детство Мэри, нашей главной героини, было кошмаром, полным отказов от детей и передозировок наркотиков. Бетти очень хотела избавиться от дочери. Она подбрасывала ее родственникам, но всегда возвращалась, несмотря на уговоры семьи оставить ее у себя. В 1960 году Бетти принесла Мэри в агентство по усыновлению, отдав ее расстроенной женщине, которой не разрешили установить ребенка, так как она переезжала в Австралию. В 2 года Мэри отказывалась сближаться с другими детьми. Она уже тогда вела себя холодно и отстраненно. Мэри никогда не плакала, когда ее обижали. Мэри стала свидетелем того, как ее 5-летний друг был убит автобусом.
Это разрушительное событие должно было еще больше затормозило ее способность устанавливать связи с другими людьми. В 1961 году Мэри пошла в детский сад. Она почти всегда была непослушной, сказала ее воспитательница, которая однажды увидела, как Мэри положила руки на шею бедного ребенка. Когда ей сказали этого не делать, Мэри ответила: «Зачем? Разве ты можешь убить его?» Ей было одиноко, и другие дети дразнили ее. Она пинала, била и щипала других детей. Когда Мэри было всего 3 года, она и ее брат были найдены за поеданием маленьких голубых таблеток вместе с конфетами, которые принесла их тетя Кэт. При самой серьезной передозировке Мэри проглотила пачку железных таблеток, принадлежавших ее матери. Она потеряла сознание, и ее желудок пришлось откачивать. Передозировка, особенно для развивающегося ребенка, может привести к серьезному повреждению мозга, что является распространенной чертой среди преступников, склонных к насилию. Бетти Белл, мать Мэри, была королевой драмы и любила играть в мученицу. Возможно, она страдала от синдрома Мюнхгаузена подговоренности. Мать с таким синдромом обычно имеет нежеланного ребенка или не замужем. Это может объяснить, почему Бетти, несмотря на вред, который она причинила Мэри, всегда хотела ее вернуть. Возможно, самой большой трагедией, если это правда, является то, что Бетти использовала Мэри во время занятий проституцией. Никто из других родственников, включая младшего брата Мэри, не знали об этом и не подтвердили бы его. Однако это, несомненно, помогло бы объяснить неустойчивое поведение Мэри. Психологический портрет. Манипулирование людьми является ее главной целью. Доктор Вестбери после обвинения юной Мэри. Ее неспособность устанавливать отношения с другими людьми на основе любви превратились в процесс установления отношений, основанный на жестокой агрессии. Мэри реагировала на других, исходя из того, как относились к ней самой. Когда мать является источником страха для ребенка, некоторые справляются с этим, развивая защитные механизмы против внешнего мира, который для развивающегося социопата является постоянной угрозой. Конечно, не все дети, выросшие в условиях жестокого обращения, становятся социопатами. Стала бы Мэри серийным убийцей? После Брайана у нее не было никаких признаков насыщения. Она была жестока по отношению к животным, хронически мочилась в постель до зрелого возраста, и хотя она не устраивала пожаров, она уничтожила много имущества за свою короткую карьеру. Она, вероятно, не прекратила бы убивать, если бы не была поймана. Мэри охотилась на жертв слабее себя, а после сама вмешивалась в расследование преступлений. Медицинские эксперты не верят, что социопатов можно вылечить. Как правило, они не поддаются терапии, что и доказала Мэри на протяжении всего своего заключения. Некоторые, правда, предполагают, что с возрастом агрессивные наклонности утихают. Возможно, Мэри стала лучше, мы не можем знать наверняка. В детстве Мэри описывали как очень манипулируемую и умную. Во взрослом возрасте, в интервью с Гитой Серене, она чрезмерно разыгрывает свое горе, даже по подозрениям писательницы. Однако ее восстановление после этих ужасных приступов горя было поразительно быстрым, и поначалу эти быстрые эмоциональные сдвиги вызывали у меня сомнения. «Только одна вещь перекрывает все», — пишет она о трагических переживаниях Мэри, — «дисциплина, которую она создала в себе, чтобы дать своей дочери нормальную жизнь». И Серене и Мэри демонизируют Бетти Белл как мать и возвышают Мэри в роли искупленной матери. Но что-то не так в этом простом развороте. Мэри проявляет слишком много склонностей к королеве драмы, которую она переняла от своей матери, и мы должны задаться вопросом, насколько успешно она очистила свою психику от матери Бетти Белл. Мэри позволила Бетти стать частью ее жизни, даже жила с ней после ее освобождения из тюрьмы, несмотря на ее постоянное оскорбление. Она хотела, чтобы ее собственная дочь познакомилась с бабушкой. Безусловно, у нее есть основания лгать и преувеличивать жестокость своей матери, что делают многие социопаты, чтобы получить сочувствие или оправдание своему поведению. Но больше всего я хочу нормальной жизни. Мэри Белл. Когда в 1998 году была опубликована книга Cries Unheard, она вызвала бурную реакцию по поводу того, что преступники наживаются на своих деяниях. Мэри получала деньги за свои усилия, что возмутило столь многих, что премьер-министр осудил ее вознаграждение. Были приняты законы, чтобы помешать другим делать то же самое. Мэри надеялась, что эта книга установит истину. Она думала, что если расскажет свою историю, то СМИ оставят ее в покое. Серене, однако, утверждает, что книга была написана для блага ребенка Марии,
но она тоже пострадала от ее публикации. Ее дочь-подросток узнала, что ее мать – печально известная Мэри Белл, когда семья эвакуировалась из дома, накрывшись головой одеялом и уклоняясь от вспышек ламп и криков представителей СМИ. Но Мэри говорит, что ее дочь приняла личность своей матери и простила ее. «Но, мама, почему ты мне не сказала? Ты была еще ребенком младше, чем я сейчас», — говорит она по словам Мэри. Возможно, ценность книги «Неслышанный плач» заключается в попытке разгадать причины агрессивного поведения детей, которое становится тревожно распространенным явлением. В некотором смысле Мэри Белл – аномалия. Сможет ли история Мэри предотвратить жестокое обращение с другими детьми? Еще предстоит выяснить. Это необычайно поучительная история о способности ребенка к насилию. Если верно, что дети наделены врожденной добротой, то это высказывание может быть очень хрупким. Как думаешь, Мэри вылечилась? И все ли нормально с психикой ее ребенка?